Уже к середине 15 века появилось новое бедствие под названием сифилис. Свирепая вспышка заболевания заражала французские армии и их испанских наемников во время осады Неаполя в середине 1490-х годов. Происхождение этого заболевания спорно, и преобладает мнение, что сифилис был привезен в Европу из Латинской Америки более 500 лет назад экипажем Христофора Колумба. В начале 16 века итальянский врач Джироламо Фракасторо предположил, что заразные болезни вызываются семенами, передаваемыми людьми. Он пришел к выводу, что эти семена должны быть живыми, способными делиться и размножаться. Фракасторо также понимал, что эта новая французская болезнь передается половым путем, и первые поражения появляются на гениталиях. В аллегорической поэме о гальской болезни 1530 года говорится, что причиной греха пастуха Сифила стало поклонение королю вместо бога, и разгневанное божество наказало его болезнью. Вероятно, из-за эвфемизма это заболевание стало носить имя этого пастуха. Новый термин сифилис вытеснил первоначальное название заболевания и в переводе с латинского языка означало «зараза». Кожные проявления сифилиса 15 века были мучительно болезненными, и заражение быстро приводило к смерти. Фракасторо выступил за ртутные мази и окуривания, применяемые до тех пор, пока не появилась токсичность в виде потоотделения и воспаления десен. Пробник ртути умело приносил некоторую пользу и сохранилась в качестве терапии до 20 века, хотя при сифилисе случались спонтанные ремиссии, и многие лекарства могли оказаться также эффективными. Выявление способов передачи сифилиса привело к изменению сексуальных практик, исчезновению общественных бань и установлению явной связи между любовью и смертью. Многие меры были направлены против предполагаемых носителей болезни, особенно против проституток и иностранцев. Врачи пытались вылечить младенцев, рожденных с этим заболеванием, путем вакцинации кормилиц, зараженных сифилисом, но безуспешно. После первых масштабных жертв болезни тысячи жриц любви осаждали монастыри, пытаясь найти в них спасение от заражения. Были и вполне добродетельные и невинные девушки, надеявшиеся переждать эпидемию за надежными монастырскими стенами. Поток желающих был столь велик, что монашки вели процедуру строжайшего осмотра кандидаток, разом отсеивая и уже зараженных, и еще не знавших мужчин. Церковь объявила эпидемию Божьим бичем, посланным на землю в наказание за человеческие грехи. К 1496 году сифилис широко распространился на территории Франции, Римской империи, Польши, Венгрии и дальше на восток. Примерно в то же время зараза достигла границ московского государства. Всего первая волна эпидемии убила до 5 миллионов человек в Европе. Вплоть до середины 16 века сифилис оставался одной из самых распространенных причин смерти европейцев. К 1500 году болезнь вышла за пределы континента и распространилась по всему миру с помощью испанских, португальских и голландских кораблей. Спустя всего 18 лет после первых смертей в Неаполе сифилис собрал свою жатву в далеком японском Киото. Жертвами второй волны эпидемии стали не менее 5 миллионов человек в Китае и около 10 миллионов в Азии и Африке. С тех пор сифилис стал неотъемлемой и крайне неприятной частью жизни европейцев, азиатов, африканцев и американцев. И это не могло не оказать огромного влияния на бытовую и духовную культуру, внеся многие табу в нравственные правила большого числа мировой популяции.